В этом фильме мы расскажем о кругосветном путешествии на автодоме вчетвером. Я, моя жена Ли и двое наших мальчишек. Через Ближний Восток и африканский континент мы доберемся до самой южной точки Африки – Кейптауна, погрузим машину на корабль и отправим ее в загадочный Уругвай. Потом пересечем обе Америки и через Тихий океан вернемся домой. Мы сделаем наш путь образом жизни, пусть и на время. Подписывайтесь на канал и путешествуйте вместе с нами. Найроби. Столица, а еще экономический центр всей Восточной Африки. Ну, что сказать. Люблю я оценивать большие города особенно придирчиво. Найроби не стал исключением. И влетит же ему сейчас по полной. Креплю камеру на голову. Помните, я говорил, что в Африке люди не любят сниматься? И прыгаю на велик. Центр крохотный и невыраженный. Разваливается по окрестностям, переходя в жилые районы и частный сектор. Никаких доминант. Застройка клеточная, по высотам настолько хаотичная, что современные небоскребы сливаются со средними высотками. Я так и не нашел, с какой точки их сфотографировать. Не нашел памятников британской архитектуры колониальных времен. Город молодой, ему немногим более 100 лет, и возник он, можно сказать, стихийно, при строительстве трансконтинентальной железной дороги от Индийского океана до озера Виктория. В центре автобусные терминалы, расписанные гудящими матату, кричащие зазывалы. И тут же овощные рынки с земли, забегаловки, вечный гул, пробки. Только на выходные становится немного тише. Большие парковки превращаются в площадки для роллеров или сувенирные рынки. Кругом помогалы, помогают припарковаться. Без них никак. Но почему нет тенистых парков в центре африканской столицы? Они все на вечной реконструкции. Много людей, праздно сидящих на парапетах и о чем-то упорно думающих. Кажется, таких людей полгорода. Много библейских проповедников, оттачивающих свое ораторское мастерство. Как кто-то пошутил, для трамплина в политику. Видел огромных птиц, закрывающих крыльями солнечный свет. Охранников с калашниками у каждого офиса или банка. А еще очень модно и стильно одетую молодежь в стиле ретро-70-х. Реки я так и не нашел. Она оказалась закована в ржавые заборы. Но это просто канал с журчащей и пахнущей субстанцией. Хорошо, что ее спрятали. Тем не менее, опытный глаз может увидеть и то, что центр меняется, строится вверх. Может, когда-нибудь и выдворят эти рынки и междугородние автобусы за пределы города. Может, и парки заколосятся зеленью, и реку окончательно закопают в трубу. А пока никто ни на что не обращает внимания. Куда-то спешат по делам или начищают до глянца свои лакированные ботинки в красной кабинке шайнера, чтобы через час они вновь поблекли в городской пыли. Маленький детский парк развлечений – просто глинистая земля со скудными старыми аттракционами и разбросанным мусором вокруг них. Дети бегают, поднимая столбы красной пыли, покрываясь медью, а среди них вьются разносчики мороженого с тележками. И на все это взирают безутешным взглядом старые городские падальщики марабу. Кибера. Крупнейшие трущобы Кении, а также всей Африки. Находятся в пригороде Найроби. По разным данным, число людей здесь насчитывается от 200 тысяч до 1 миллиона. Кто-то лицемерно назвал их курортным островом жизни. Глинобитные лачуги с земляным полом, покрытые стальными листами, изгороди из жердей и профнастила. Но жизнь кипит. Все напоминает большой муравейник. Не случайно подобные деревни возникают недалеко с городскими мегаполисами, где всегда можно найти работу и деньги. Основные проблемы здесь – это отсутствие воды, канализации и организации вывоза мусора.
Кстати, в Кении пластиковые пакеты под запретом. В связи с этим в целом довольно чисто. Но есть огромная недоработка. Нигде нет мусорных баков и непонятно, куда все девать. Мы сами часто грешим, сваливаем мусор в канаву, где уже лежит куча. Местные говорят: «Бросай, мы сожжем». Многие благотворительные организации пытаются решить проблему воды, роют скважины, но очень медленно. Люди с позаранку встают, несут свои желтые канистры, чтобы занять очередь к заветному крану. С канализацией, как мы слышали, решить намного сложнее. Запах в трущобах стоит неимоверный. Но, несмотря на крайне низкий уровень жизни, люди одеты опрятно, улыбаются и выглядят счастливыми. Ну и напоследок, как мне показалось, авторитетные люди вежливо, но настойчиво попросили меня покинуть Киберу. Здесь, в Кении, наш первый опыт езды на леворукой машине в леворуком движении. Теперь обгоняю на трассе не я, а Ли, но у нас водительский тандем. Когда идем за грузовиком, она, высунув голову из окна, кричит: «Нет, еще нет, долго нет!» Ощущение, словно прошу ее руки. Конечно, несоблюдение правил никто не отменял. Поворотников нет, обгоняют через сплошную. Но на редких светофорах водители стоят терпеливо. На трассе встречаются посты с полицейскими, и часто это женщины в погонах. А в руках ничего, никаких полосатых палочек. Много раз наблюдали, как полицейский пытается остановить нарушителя голыми руками. Просто машет ими. Он пролетает мимо, а полицейский грозит вслед кулаками и бранится. Мы не хотим брани в свою спину и послушно останавливаемся. Однажды я нарушил сплошную на обгоне. Остановили, сказали, что виноват. Я сказал, что не виноват. Они сказали: «Ну езжай». И где же воспетая поэтами дорог африканская коррупция? Мы начинаем понимать, что Африка и дикие ночевки несовместимы. Даже если ты нашел съезд, который ведет не к дому, даже если кажется, что тебя никто не заметил, ты должен понимать, что даже в кромешной темноте хотя бы несколько десятков глаз сейчас следят за тобой. Поэтому ночью жди гостей, мелкошкодливую ребятню или подростков навеселе. Если кто читал книгу «Рожденная свободной» Джой Адамсон, это она написала. Писательница, художник, борец за права животных, вырастившая осиротевшую львицу и выпустившая ее в природу. Она посвятила всю себя диким кошачьим, отдав им свое сердце, как многие говорили, недолюбливающая людей, дикая. Бесстрашная путешественница. Сколько раз она могла стать жертвой хищников, но была убита человеком. Ее уютное поместье на берегу озера превращено в музей. Здесь можно окунуться в послеколониальную эпоху Африки. В этом месте хочется успокоиться, посидеть в старинных креслах и посчитать на лужайке пумп. Мы первый раз увидели Африканское озеро. Оно словно немного мертвое, серого цвета, с торчащими отовсюду лысыми стволами деревьев. Жизнь ему придают многочисленные колонии птиц, гнездящиеся вокруг, и бурная растительность берегов. Если в парке Цава мы бегали и искали животных, удирающих от нас, то здесь, в парке Найваши, они пасутся, как коровы на лугу, и кажется, что их можно подойти и погладить. Жирафов гну, зебр. А вечером выходят из воды гиппопотамы, но их лучше не ласкать. Однажды в Африке купался жираф в реке. Там же купалась гиппопотамша. Ясно, что она была прекрасна. Не смотрите на меня так странно. Хотя гиппопотамши красотой и не славятся, но она героиня романа и должна быть красавицей. При виде прекрасной гиппопотамши
жесткое жирафино сердце стало мягче самой лучшей замши и запела любовное скерце. Но она, гиппопотамова жена, ответила ясно и прямо, что она замужняя дама, и ради всякого, извините за выражение, сивого мерина, мужу изменять не намерена. А если, мол, ему не терпится жениться, то по возможности скорей пусть заведет себе жирафиху девицу и целуется с ней. И будет путь жизни их ярок и светел, а там, глядишь, и маленькие жирафики появились. Жираф ничего не ответил, плюнул и вылез. Кемпинг, в котором мы останавливались на ночь, не обнесен проволокой, и нам была дана директива не выходить из машины с наступлением темноты. Потом, правда, охранный режим оказался мягким. Мы просто сидели под звездами с нашим охранником, высоченным масаем, который высвечивал длинным лучом фонаря силуэты бегемотов, мирно пасущихся в кустах, и рассказывал о своем масайском детстве в масайской деревне. Мы провели весь день на границе не без откровенного вымогательства денег за въезд. И вот мы оказываемся в другой стране. Сразу же бросается в глаза разительный контраст между засушливой саванной Кении и утопающими в зелени горами Уганды. Считается, что уровень жизни в Уганде немного ниже. В отличие от Кении, где преимущественно говорят на суахили, Уганда очень многоязыковая страна, но чаще других встречается язык луганда. Как вам учиться у водопада? Интересно, это отвлекает или, наоборот, настраивает? А дети везде одинаковые. Немного шкодливые, но очень веселые и, пожалуй, по-настоящему счастливые. Но нет ничего более спокойного и умиротворенного для автопутешественника, как кемпинг. Как же жилище? Все, никого не пригласил в гости? Нет. Конечно. Не можешь, нечем угощать. Ты встаешь машиной на поляне, скрыт, если не от глаз, то от тесного людского окружения, и можешь делать, что хочешь. Ночуй в машине или палатке, жги шашлык, накрывай стол, играй в мяч или вешай тарзанку на сук. Никто тебе не помешает. И часто такие кемпинги не без приятной нагрузки, сумасшедшего вида на какую-нибудь живописность. Один из самых лучших кемпингов, где мы останавливались, напротив водопада Сипи. Располагается он в скале, обнесенной деревянной изгородью над обрывом. Необыкновенный вид в легкой дымке. С одной стороны серебристый водопад, с другой золотой закат. Пришлось поднять тост и за одного, и за другого. А на следующий день пошли вниз к подножию водопада. Так как в Африке платно все, если ты турист, без гида туда не пройти, местные не пустят. Тропа сложная, кувыркаться вниз как нечего делать. Я не представляю, чтобы и муравьи были ядовитыми. Не наступай на них. А это не термиты тут? Нет. Вся дорога делится на разные участки, каждый из которых принадлежит своему клану. Наш гид обещал провести нас бесплатно через все эти участки, но внизу выскочили представители иного племени и сказали, что не выпустят нас, пока мы им не заплатим, причем в двойном размере. Я спокойно ответил, чтобы они разбирались с нашим гидом. Если мы заплатим вам, то с какой радости должны платить ему? Они что-то долго терли, и потом представители подножно-водопадного клана испарились. Так Африка тренирует навыки коммуникации. Вот это да! Ну, а если говорить о водопаде Сипи, то он великолепен. Верно, кто-то возле водопада обрывает нити ожерелий. Сыплется все время белый жемчуг.
на края цветные, рукавов атласных. Пейзажи Уганды – это бурная растительность, пылающая зеленью на холмистом ландшафте страны. Ну и знакомая нам уже вездесущая красная глина. Много бездорожья с деревнями, запрятанными в гуще лесов или плантаций. Уганда спокойная, умиротворенная, как родная деревня. Это сельскохозяйственная плодородная земля, в отличие от засушливой дикой Кении. Люди улыбчивее, сдержаннее, а белый турист не вызывает в них столько горячих, громких эмоций и меркантильного интереса. Все мужское население расслаблено и беззаботно. Не так часто можно увидеть за работой. Пьют сильно. Недаром считается самой пьющей страной мира. Да, увы, далеко не Россия держит первенство в этом виде спорта. Наши мужики не простят этого. Самогон вараги, изготовленный чаще из сахарного тростника, крепостью до 60 градусов доступен по цене, в отличие от заводских бутилированных горячительных напитков. В каждой деревне есть навес с несколькими скамейками, куда мужчины приходят насладиться маруа, традиционным африканским пивом из зерна или кукурузы, и отдохнуть после отдыха. Пиво пьют через трубочку, чтобы добраться до жидкости, не задевая верхние слои из густой разбухшей кашицы, которую позже можно съесть. Женщины, в отличие от мужчин, более трудолюбивы. В деревнях сложно увидеть даму или девочку, не несущие на голове корзину, мешок или вязанку хвороста. Да еще и успевают наряжаться в яркие национальные одежды, часто в блузы со смешно вздернутым кверху специальными плечиками – гамеси, и подпоясанные ремнями. Мужчин в национальных костюмах почти не замечено. Скорее, они всегда одеваются в мешковатые брюки на пару размеров больше их. Кстати, удивительно, что на севере страны женщины, желая показать учтивость и уважение при встрече, припадают к земле на одно колено. Все очень опрятны, накрахмалены, выглажены. Все девочки коротко пострижены. Такое правило. Это правило и практичность многие женщины сохраняют и после. Здесь нет такого изобилия косичек на головах. В городах молодежь не столь субкультурна, как в Кении, а проще и естественнее. Кстати, мужчины занимаются женским маникюром и педикюром. Вдоль улиц они выставляют свои наборы инструментов с пилочками, ноженками и лаками для ногтей, зазывая женщин присесть и преобразиться. Каждая традиционная деревня – это семья, род. Хижины очень гармонично вписываются в природу вокруг, а женщины в пестрых нарядах разбавляют картинку яркими пятнами на фоне природных оттенков. Традиционные круглые хижины из отштукатуренного кирпича, накрытые соломенной шляпкой. Приветливые люди, машущие руками, но не спешащие пригласить в дом. Лишь единожды удалось заглянуть внутрь жилища. Кажется, что крохотная хижина на много человек состоит лишь из топчанов со свисающими москитными сетками, а между ними тканевые перегородки ширмы. В деревнях нет электричества, только солнечные панели, заряжающие фонарики. Ну и, конечно, было бы неуважительным не пригласить в наше гнездо, в наш дом на колесах. Yes. And four persons, two children up, and two children up. Yes. Нам показали небольшую мельницу.
И, конечно, кирпичный заводик из материала, который, только обернись вокруг, лежит краснеет. Утро в деревне, да и на окраинах городов начинается с похода за водой со связками канистр. Где-то кран торчит из земли, а где-то колонка с рычагом, где-то надо качать. Наполнив емкости, кто-то тащит их в руках, кто-то толкает перед собой велосипед на сдутых колесах под тяжестью неподъемной ноши. Мы поехали на озеро Альберт. Наверное, это была самая сложная и дальняя поездка по диким деревням по бездорожью после проливных дождей. Только по случайности мы не застряли в глинах дорог. Не ожидал от нашего гнездышка такой жажды к жизни. Не сбавляя скорости, он влетал на пригорки, увязая в красной глине, цепляясь колесами за малейшие бугорки, словно когтями, съезжая в кювет, как по мылу. И вдруг, о чудо, словно в мираж, мы въехали на идеальную автостраду. Вдалеке серебрилась водная гладь. Озеро Альберт было названо в честь мужа английской королевы, потому что уже просто задолбались называть именем Виктория все, что открывалось. Озеро оказалось безграничным на вид, с крохотными точками, лодочками рыбаков на горизонте далекого берега загадочной страны Конго. А такого внимания со стороны местной детворы мы еще не встречали. Она буквально облепила автодом, не давая выйти, и мы боялись прищемить дверью чью-нибудь ручонку. Мы нашли место поспокойнее, и ребята предались рыбалке, изучая все ее местные особенности. Ночью, забаррикадировавшись в доме от визита бегемотов, мы не догадались, что опасность придет из воздуха. Мы буквально были атакованы мошкой. Нельзя было открыть глаза или тем более рот, сразу становились сытыми. Мошка проникала через сетки и закрытые окна. Видишь Конго? Не спавши ночь, мы травили ее, поджигая вонючки под насмешливый гул цикад. А на утро весь пол и мебель были покрыты мягким ковром из мертвых насекомых. В следующей серии диктатор-каннибал у власти и столица Уганды. Найдем школу Ли и расскажем историю Великого Нила. Въедем в холмистую Руанду, узнаем про любовь к велосипедам, посетим опасное озеро Киву, заедем к королевским коровам и поговорим о самом страшном геноциде 20 века. Путешествуйте с нами, подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.